Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы на канале «Иная реальность». И я иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Скажите, слышно ли меня хорошо? Здравствуйте, здороваюсь с каждым из вас. Анжела, добрый вечер. И новый какой-то у нас гость, интересно. Представьтесь, пожалуйста. Слышно, пишет Анжела. Прекрасно. Ну что ж, оживления пока большого я не вижу, но я знаю, что будут смотреть. Добрый вечер, и может быть еще потянутся к нам люди. Я пока начинаю готовиться. Решила все-таки выйти в прямой эфир, несмотря на то, что техника отказывается работать, очень жарко. Вы видите, у меня вентилятор стоит, у меня нет кондиционера. И поэтому проблемы с выходом в эфир. Но вот сегодня немножко не так жарко. Я решила... Ах, это Александр. Хорошо, рада вам. Ну что ж, решила все-таки с вами поздороваться, потому что соскучилась. Вы знаете, что была перезагрузка в Грузии. Мы ездили с девочками. Потрясающая была поездка. О таких поездках обычно сказать нечего, потому что это все внутри. Это настолько была глубокая духовная работа. Но могу сказать только, Грузия прекрасна. И кто хочет с нами еще в перезагрузку, пишите, пожалуйста, мне в личку. По мере того, как группы готовы, мы с удовольствием отправляемся и едем. Грузии невозможно налюбоваться, надышаться невозможно, поэтому столько, сколько будет нужно, и столько, сколько будет желающих, столько и будет с удовольствием сопровождать. Есть даже видеозапись одной из моих лекций и медитации. Я вот, кстати, хотела сказать, может быть, кто-то заинтересуется и захочет приобрести непосредственно с места силы. Есть видеозапись. Лекция называется «Сила рода». Наверняка там будет информация, которой вы не знаете и никогда не слышали. И очень мощная получилась духовная практика у нас. Девочки не дадут соврать. Мы не могли после нее, в общем, около часа даже разговаривать. Поэтому, если вам интересно, вы хотите, допустим, для себя взять эту запись, то же самое, пишите мне в личку, и никаких проблем. Я с вами свяжусь, мы договоримся. Ну что ж, мои дорогие друзья, перед нами сейчас открывается коридор затмений. Я вам хочу сказать, у меня свое мнение по поводу всего. И по поводу затмений тоже. Но, вы знаете, человек, который идет по духовному пути, просто обязан иметь свое собственное мнение, потому что появляется свой собственный мистический опыт. Свой собственный мистический опыт – это когда у тебя уже есть свой собственный канал, и ты не черпаешь информацию из книг, из интернета, от людей, а в основном опираешься на информацию, которую ты черпаешь из высших сфер, из своих высших проводников сознания и так далее. То есть разная информация, там не будем углубляться, она разными источниками духовными нам передается. И поэтому, что хочу сказать по поводу затмений. Многие пугают и говорят о том, что сидите дома, накройтесь белой простынью и ждите, пока все это закончится. Не перелетайте никуда, не выходите замуж, не открывайте фирму, и так далее, и так далее. В общем, не. Практически вы не найдете, что хорошо делать в затмении. Хорошо ничего не делать, не ссориться ни в коем случае, вы знаете, да, потому что все на взводе, взвинчены и так далее. Все это говорится для людей неосознанных. Конечно, кто-то скажет, таких большинство, но не на моем канале.
дорогие мои друзья. Поэтому лично для вас, для людей осознанных, для тех, кто в моих друзьях, кто дружит с моим каналом на реальность, я вам говорю страшный секрет. Открываю. На самом деле, такие явления, как затмение, для людей осознанных, с точкой сборки сознания, ну, не ниже ментального тела, лучше, конечно, выше, это благодать, просто благодать. Потому что эти люди уже давным-давно взяли под контроль свои эмоции. Я вообще не люблю слово «контроль», но так говорят, знаете, расхожая фраза, просто повторяю ее. В общем, поэтому нет никаких проблем. Обычная жизнь. Чем она необычна только? Это тем, что действительно определенные виды энергий активируются. Знаете, не хочу много говорить об этом, но эту энергию вполне можно использовать в своих целях мирных. И как раз-таки открыть фирму, начать что-то очень важное, либо закончить, неважно. То есть вообще, если ты умеешь контролировать эту мощь, да, эту силу, которая, безусловно, идет на планету Земля в этот период времени, то ты можешь преуспеть, друзья, преуспеть во многих начинаниях. Ну, мы же хотим преуспеть, правда же? Я очень хочу. Напишите, кто хочет. Поэтому мой эфир называется как? Колесо фортуны. Да, нам сопутствует колесо фортуны. В само затмение я бы вам хочу сказать, что я бы не смотрела бы на солнце, не бегала бы с вот этими стеклышками. Действительно, это ни к чему. Какой-то фетиш, да, устраивать из затмения я бы не стала. Я бы делала, например, наоборот, все спокойно, медленно, уравновешенно. Желательно в коридор затмений уже спланировать себе что-то заранее. Понимаете, вот спонтанность это не для этого периода. Интуитивные озарения могут приходить, потому что много энергии, могут быть вещи сны и так далее. Но все это должно быть подвергнуто серьезному анализу. Понимаете? Вот, поэтому действовать спонтанно я вам не рекомендую. Очень осмысленно, очень осознанно, но действовать, жизнь продолжается. Давайте все-таки попробуем сегодня спрогнозировать, что же ожидает. Что у нас ожидает? Я решила первый раз сделать по знакам зодиака, знаете. Ну, не знаю, что из этого получится. Ну, что-то получится. В любом случае, мне нравится экспериментировать. Итак, затмение у нас будет в знаке рак. Колбасить будет раков, не по-детски. Потому что затмение в первом доме. А первый дом у нас соответствует знаку Овен. Анжела пишет, я рак. Давайте, Анжела, к вам идет прямо вот сейчас основная энергия, то есть осознанность, осознанность, еще раз осознанность. Бояться не надо, надо просто управлять. Одни раки собрались, слушайте. Александр тоже рак. Ну что ж, значит, уже не зря я вышла в этот эфир. Итак, первый дом соответствует знаку Овен. А что такое Овен? Это экспансия, это завоевание окружающего мира, это самоутверждение в жизни. Это первый дом вообще символизирует человека, его личные проявления, характер, манеры, внешний вид, поведение человека и даже способ завоевания им внешнего мира. Также могут вставать вопросы такого личного самоутверждения.
Добрый вечер, Анна, пишет Дева, Дева. Ну вот и девы подтянулись, замечательно. Итак, первый дом, вы уже поняли, что это такое. Сейчас я сделаю расклад на 24 старших арканах и буду брать также младшие арканы Таро. Старшие арканы покажут сигнификатор, то есть основную, кто не знает слово сигнификатор, ну, скажем так, характеристику энергетическую, то есть какая энергия непосредственно к вам лично идет, к вам, раки, в дом личности, да, в дом самореализации, вашего характера и так далее. Самый первый дом. Дом – это я. Кто я? Итак, энергия, которая идет к ракам, это колесница. Вы сегодня не видите рабочего стола, но, надеюсь, вам интересно смотреть на меня. Тем более я тут вся в огнях. У меня, видите, какая тут заставочка сзади меня. Итак, раки, я вас поздравляю. Все, что лежало, висело, стояло, теперь идет, бежит, едет и летит. Вот такой у меня сегодня юмор. То есть колесница, продвижение с неимоверной скоростью. А я вас предупреждала, что энергия к вам пойдет особая, и ею нужно будет управлять. Что мы видим на карте колесничей? Посмотрите. Дело в том, что здесь, во-первых, эта карта мужская. То есть от вас потребуется мужчина или женщина, это не имеет значения. От вас потребуются мужские характеристики, волевые качества, умение руководить ситуацией, держать все под контролем, мужество, храбрость, смелость, экспансия. Это все, что вам сейчас понадобится, и, пожалуйста, проявляйте это, не стесняйтесь. Все это для чего? Это для того, чтобы преобразования вошли в вашу жизнь, уважаемые раки. Вот. Сейчас я посмотрю 3 сферы жизни, и так, как я обещала, любовь, здоровье, финансы и сюрприз. То, чего вы не ожидаете. Так, любовь для раков. Мужчина вы или женщина, неважно. Итак, что вас ожидает в любви? Какие тенденции по коридору затмений? А можно мне такую карту? Смотрите, опять мужская такая карта, мужской инициативы. Но, девушки, в любом случае вас ожидает рыцарь с каким-то известием, с объяснением в любви, с ухаживаниями и так далее. Если вы мужчина, то вы будете таким прекрасным рыцарем. И я считаю, что когда на любовь выходят чаши, а чаша – это, конечно, любовь, вот рыцарь чаш – это самый настоящий влюбленный мужчина, поэтому пылкий, молодой, ну что ж, прекрасно. И, кстати, на обороте колоды король чаш. Ох, раки, что-то, мне кажется, любовь, любовь, но все хорошо. Если у вас такого кавалера нет, или вы еще не встретили даму своего сердца, значит, все впереди. Колесница говорит о том, что будут перемены. Я вам по колеснице рекомендую инициировать перемены самим, потому что иначе, понимаете, если вы не руководите ситуацией, то она развивается стихийно и руководит вами. Так, финансы, раки дорогие, финансы для вас. Раки, вы счастливчики, раки.
Вас ждет замечательная прибыль, чудная. Ну, смотрите, раки, ну, вам просто грех жаловаться. То есть вы сейчас по затмению имеете возможность просто практически все изменить в своей жизни, если у вас есть такое желание, конечно. Если вы, допустим, у вас нет пока финансовой стабильности, значит, действуйте, не бойтесь. Вот говорила же я вам, что по затмению можно, только нужно все взвешивать, действительно продумывать, точно соизмерять свои возможности. Если вы уверены в себе, энергию затмений можно использовать. Обращайтесь за личными консультациями. Кстати, я провожу активации, индивидуальные активации. Забыла вам об этом сказать. А ведь для себя, любимой, я уже провела активацию. Да. Вот. Что такое активация? Это когда мы берем индивидуально именно вас и для вас активируем все эти программы, потому что я владею целительским таро. И когда я выкладываю это для вас индивидуально, более обширно, конечно, получается, чем здесь, я сейчас делаю все кратко, это начинает срабатывать, это все работает. То есть я провожу сейчас для себя постоянно, регулярно активации. И вам рекомендую, обращайтесь ко мне. Да, карты в руку. И сейчас мы с вами посмотрим. Так, любовь, финансы и здоровье. Крепкое здоровье, слушайте, у вас. Смотрите. Вас ждет очень много работы. Поэтому, да, вы будете работать усердно, много. Будет чем заняться, 1000 дел. То есть вот здесь десятка жезлов, это много дел, но у вас будет энергия. Жезлы – это энергия, это огонь. Посмотрите, вот как он несет. Прямо весь в это вкладывается. Ну, раки, смотрите, не подкачайте. Сюрприз. Сюрприз коридора затмений. То, чего вы вообще не ожидаете, но это обязательно произойдет. Милота. Паш чаш. Ну что ж, милый сюрприз. Возможно, ваши дети, ну это приятный сюрприз. Что-то, весточку какую-то подадут, приедут, ну не знаю, вас порадуют. Если это не дети, то это какой-то милый сюрприз от одного из ваших родственников, человека, которому вы неровно дышите, обожаете. Ну, в общем, в любом случае, слушайте, у каждого сюрприз будет свой, но он очень милый, приятный, учитывая напряжение, в котором, раки, вы сейчас находитесь. Я вам хочу сказать, прекрасно. Напишите, вы довольны? Потому что следующими... Худеть, стройнеть, да? Надо говорить, буду стройнеть. Вот если на Кипр поедем, там у нас программа постройнения для девушек. Следите за моими всеми видео, потому что я человек творческий, вот, и очень быстро ориентируюсь, поэтому могу придумать все, что угодно и поехать куда угодно. Были бы только желающие меня поддержать. Так, Анжела пишет спасибо. Так, стройнеть будет. Так, сюрпризы приятные, потому что день варенья у нас. Да, раки, конечно. У вас же сейчас сплошные дни рождения. Я вас поздравляю, конечно. Ну что, близнецы. Близнецы, во втором доме у вас будет происходить солнечное затмение. А второй дом – это талант, это ценности человека.
в том числе морально-этические ценности, это накопление, второй дом – это деньги, наличные, причем деньги, это имущество, движимое имущество, дорогие близнецы, это вещи, доходы и расходы, питание, материальный достаток, это опыт, навыки, мастерство, это способности все наши, я уже сказала, таланты. Так что, близнецы, вот эти темы будут давать перед вами. Ну, а вы, дорогие мои раки, не покидайте меня, потому что мне важна ваша поддержка. А если у вас есть близнецы, знакомые, напишите в чате. А я пока достану основную энергию, сигнификатор для близнецов. Аркан сила. Ну что ж, близнецы, да, прекрасно. Повлияет, опять-таки, что колесница, да, у нас был, что аркан сила. Но по колеснице там просто быстрые изменения, стремительные, по аркану сила. Не столь все быстро, но все-таки у вас будут силы изменить ситуацию. Вы действительно сможете какие-то, опять-таки, темы, которые у вас давно нуждались в решении, но вы как-то откладывали, но не было у вас сил, ресурса какого-то, времени не было решить эту проблему, сил не было физических, просто не знали, как подступиться к этой проблеме. Вы будете решать, сейчас у вас появятся возможности, поэтому опять-таки, видите, говорила же я вам. Не надоела я вам еще, а? Напишите. В общем, все можно решить по затмению. Энергии идут сильные, мощные. Пожалуйста, пользуйтесь ими. И не слушайте вот эти страшилки по интернету. Прекрасное время, чудесное время. Итак, любовь для близнецов. Что ожидает любви? Ага. Ну, вы знаете, близнецы, кажется, вы выходите из каких-то отношений, таких, ну, в которых вам было некомфортно. Но все еще тоскуете. Вот уже пора, вот действительно сила, да, вышла. То есть вам пора что-то в прошлом, у кого что, неважно. Что-то произошло. Чаши – это действительно про чувства. Опять-таки вышли чаши. Но на обороте колоды, я всегда обращаю внимание, что на обороте, посмотрите, какая чудесная карта, тройка чаш, праздник. То есть, понимаете, вам печалиться не о чем. Это только ваше субъективное отношение к происходящему. На самом деле, вы уже сегодня можете быть счастливы, даже ничего не меняя в своей жизни, а изменив только здесь, в своей голове. Да, близнецы? Выходите из этой, осознанно выходите, то есть вам рекомендуется не смотреть в прошлое, а жить настоящим. Сегодня и сейчас радоваться жизни. Жизнь прекрасна. Финансы для близнецов. Какие-то сплошные разочарования, смотрите. Но опять на обороте хорошая карта. Близнецы. Вам потребуются здесь усилия какие-то, опять-таки, скорее всего, у вас подошло все, вот это тот случай, когда все нужно менять, причем действительно вашими усилиями, вашими сознательными усилиями. Скорее всего, вас не удовлетворяет ваше положение, значит, пора отказываться от чего-то. Уходить с какой-то работы, которая не приносит вам радости. Дело в том, что по мечам, тройка мечей, а мечи – это наши мысли, это выводы, которые мы делаем.
И вы уже сделали, как бы вам сказать, несколько неэффективных действий в направлении заработать. Но это же не значит, что все так плохо. Видите, на обороте у вас вот денежка. То есть несколько неудачных попыток – это просто разведка боем. Все нормально. Прикладывайте усилия, и все наладится. Итак, дорогие близнецы, ваше здоровье. Хотя по аркану сила здоровье должно быть у вас очень хорошее. Так, здоровье. Как бы очень гармонично вы себя будете чувствовать. Опять вышли чаши. Единственное, что ваше здоровье будет зависеть от вашего настроения, от вашего настроя. Я вам хочу сказать, я вам желаю боевого настроя, потому что вот ориентируйтесь на вот эту целительскую карту, аркан сила, все в ваших руках. И смотрите, ну надо же такое, опять на обороте та же карта. То есть все-таки от вашего настроя зависит очень многое. Ничто не предвещает болезней. По шестерке чаш все хорошо. Единственное, что повышенная эмоциональность. Вот так. И сюрприз. Сюрприз, которого вы не ожидаете, который обязательно произойдет. У близнецов явно подходит к концу какой-то затянувшийся этап. Видите, заря всходит. Вот очень хорошо, что вышла эта карта. Десятка мечей. Она говорит о том, что хотите или не хотите, так как раньше уже не будет. Все. Определенный этап у близнецов подошел к концу. На обороте мы видим рыцарь жезлов. И рыцарь жезлов говорит полный вперед. Огненная масть говорит, ни в коем случае вот этого не допускайте, да, то есть долго не прощайтесь со своим прошлым. Берите под контроль ситуацию, делайте только то, что вам нравится, только то, чего вы хотите. И это только правильно для вас. У близнецов все получится. Я в этом не сомневаюсь. Телец. Есть ли тельцы? Третий дом. И третий дом – это поездки, контакты, общение, братья и сестры, соседи, хлопоты всякие, организационные, деловые, знакомства, связи, в том числе родственные связи по третьему дому. Мелкий и средний бизнес у тельцов. Эти сферы выйдут на передний план. И мы сейчас посмотрим сигнификатор, основная энергия для тельцов. Тоже колесница. Тоже колесница. И тоже вы будете брать под контроль ситуацию. Все сдвинется с места, все пойдет просто семимильными шагами. Если вы скучали, сейчас вам точно некогда будет это делать. Просто скорости, с которыми вы будете развиваться, фантастические, дорогие тельцы. Любовь для тельцов. Активность в этой сфере будет очень большая. Смотрите, если у вас есть партнер, держите ваши эмоции под контролем. Потому что это карта много шума из ничего, я ее называю. То есть, когда мы ссоримся по мелочам. Будьте осознанными. Используйте энергию, которая идет по затмению в мирных целях. Потому что жезлы – это также сексуальная энергия. Ну, вместо того, чтобы ссориться, лучше целоваться.
Ну, а если у вас партнера нет, эта карта говорит о том, что вы будете очень активны в поиске. Не переусердствуйте. Итак, деньги. Деньги для тельцов. Ну, тельцы и деньги – это синонимы. Ну что ж, страхи, которыми наполнена ваша голова, ваши мысли, совершенно беспочвенны. Но вы так не думаете. Дорогие тельцы, обратите внимание на свое беспокойство по поводу денег. Оно совершенно ложное, потому что по колеснице у вас все будет хорошо. Здесь нужно просто, понимаете, не тормозить. Какие-то вопросы уже, вероятнее всего, подошли к концу. То есть девятка – это завершение определенного цикла. Какой-то жизненный этап подошел к концу. Возможно, какое-то дело, которым вы занимались, перестало приносить доход. Такое бывает. Просто по колеснице вам нужно идти дальше, двигаться вперед, вместо того, чтобы вспоминать прошлое. Ну, какой-то жизненный этап уже подошел к концу. Еще раз говорю, по колеснице идут перемены. Огорчаться не нужно. По колеснице всегда хорошие, позитивные идут изменения. И посмотрим здоровье. Хорошее. Оно будет вас радовать. Вы будете, как ребенок практически, полны энергии, радости, жизни. Видите, как прекрасно? То есть, нет, не заморачивайтесь деньгами. Это временные какие-то трудности. Возможно, в коридоре затмений, это ведь недолгий период, всего 2 недели, да? А может посещать вас такая вот эмоциональная нестабильность. Все погибло, все пропало. Не поддавайтесь на это. Итак, сюрприз, который вас ждет. Ну вот, видите, 6 мечей. Перемены придут в вашу жизнь. Перемены. Это абсолютно точно. У каждого из вас это что-то свое. Приходите на индивидуальные консультации, активации, мы будем смотреть. Вот я же говорю, вы боитесь оставить что-то с прошлым связано, перемены. И на обороте замечательный король чаш. Мужчина. И паж чаш. Тоже намек на то же. Не знаю. Мне кажется, что у вас может быть даже и романтические какие-то перемены. Какие-то предложения будут. Ну что ж, прекрасно. Все эти подсказки пользуйтесь ими, потому что слабые места, мы сейчас высвечиваем те слабые места, на которые нужно обратить внимание, взять под контроль какие-то вещи, не допускать, чтобы энергии эти руководили нами. Овны, дорогие, у вас в 4 доме это окружающая среда, это родительский дом, особенно дом отца, место жительства, недвижимость, малая родина, родные места. Это ваша родословная наследственность, это семейные народные традиции. Вот эти темы для овнов сейчас будут актуальны. Ну а мы посмотрим основную энергию затмения, сигнификатор. Умеренность. Ну что ж, действительно, по умеренности самое главное держать баланс во всем. И избегать излишеств, я бы так сказала. То есть это сложная такая карта, овные дорогие. Сложность ее в чем?
Прямо нужно балансировать на грани. И будет очень много, возможно, каких-то событий, которые будут мешать вам держать этот баланс. И так как у вас в 4-м доме, это могут быть какие-то из семьи, да, идти какая-то ситуация. То есть я здесь вижу 4-й дом, родительский дом, родители. Но смотрите, овны, обратите внимание, пожалуйста, на баланс в семье. Надеюсь, овны посмотрят это. Так, овны дорогие, для вас любовь. Любовь. Посеянное семя даст плод. Скорее всего, вы дождетесь результатов. Каждый что-то свое посеял, каждый что-то свое ожидает, но в любви намечается прогресс. Это точно. Скорее всего, у овнов, ну, это люди, которые к любви относятся как бизнес-стратегии, я бы так сказала. Тем более на обороте тоже королева пентаклей. Ну, когда любовь и деньги в одном флаконе, ну, это просто говорит о том, что серьезный подход. Речь идет о семейных взаимоотношениях, нелегкомысленных. Я вас поздравляю, овны, у вас все путем, все будет хорошо в любви. То, чего вы хотите, то и будет. Вы уже много сделали просто для этого. Финансы. А у овнов что любовь, что финансы. Замечательно. 9 пентаклей. Замечательно. Прибыль вам обеспечена, все будет хорошо. Замечательная карта. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Идеи у вас идут, партнеры идут, то есть, ну, пользуйтесь. То есть, видите, напрасно не нужно бояться затмений. И здоровье для овнов. Овнов только пентакли на сегодня. Прекрасное, крепкое здоровье, король пентаклей фундаментальное. То есть вообще не о чем переживать овнам. Умеренность только соблюдайте вот во всем, да, то есть, ну, все в меру, не переедайте, не слишком много спорта, баланс, баланс, баланс. И тогда, если вы будете во всем соблюдать баланс, у вас замечательный будет этот период. Сюрприз для вас. Десятка пентаклей. Овны, вас ожидает колоссальный финансовый успех. Ну что ж, и все это в семье, то есть все это касается семьи, дома каким-то образом. Но если семьи и дома, это может быть все, что угодно. Какой-то семейный бизнес, да. Так что пишите, если интересно, и вы еще не спите. А мы идем дальше. Рыбки. В 5-м доме у рыбок затмение. Это деятельность в центре внимания других. Это публичные выступления, самодемонстрация, актерство, преподавание, спорт, хобби, увлечение противоположным полом, дети, любовь, любимые, любовники, увлечения, игры, азартные, в том числе игры, кстати, игры на бирже, хобби. Вот такой веселый 5-й дом для рыб. Давайте посмотрим сигнификатор
для рыбок. Основная энергия. И тоже умеренность. Обратите внимание. Я специально возвращаю карты в колоду. Соблюдайте баланс, рыбки. Вы очень эмоциональны. И несмотря на то, что сейчас вот время блистать, быть на сцене, но в экзальтацию уходить не нужно, это точно. Итак, в любви. Что ждет рыбок в любви? Все стабильно, без изменений. Дорожите тем, что у вас сейчас есть. Даже если вы одиноки, найдите удовольствие в этом. В этом тоже есть своя прелесть. Сейчас не время перемен. Чем-то другим нужно. Собой. Занимайтесь собой. Если у вас есть пара, все без изменений, все стабильно, очень уверенных. Финансы. Какие-то перемены придут в ваш заработок. Вы уже готовы начать что-то новое. Начинайте. Очень хорошая карта. Есть у вас задумки, можно начинать. Во всяком случае, начинать больше об этом думать, осмысливать, строить стратегию свою собственную. Здоровье. Крепкое, хорошее здоровье. Цените только то, что у вас есть. По умеренности дорожите вашим здоровьем. Бережно к себе относитесь в этот период. Но опасений никаких нет. Сюрприз для рыбок. Прекрасный сюрприз. Королева жезлов. А если это вы сами, то вы будете весьма активная, яркая, и вполне возможно, у вас ведь такой 5-й дом, где вам приходится быть на сцене, быть лидером и так далее. Возможно, для вас это сюрприз, потому что рыбки, они часто смущаются, стесняются, любят быть в тени. Но сейчас вы узнаете, что вы можете вести себя иначе. Наоборот, вот такая карта победителя. Вы победите, возможно, какие-то свои комплексы. Шагнете в те вещи, которые раньше вы просто не решались начинать. И я вижу, что у рыбок здесь идут перемены. Профессиональные, личностные перемены, личностный рост. Очень хорошая энергетика. Ну вот видите? И кто же у нас дальше? Водолеи. Служение и труд, 6-й дом у водолеев. Работа в подчинении, сослуживцы, подчиненные, услуги. Это дом здоровья, медицинских учреждений, диеты сюда же входят, косметология, уход за телом, гигиена, домашние животные и уход за домашними животными. Вот темы, которые могут для водолеев сейчас по 6-му дому быть актуальными. И что ж, основная энергия, сигнификатор для водолеев. Аркан звезда, между прочим. Что вам сказать? Здесь, наверное, придется вам начать хотя бы начать задумываться о чем-то, что вы раньше себе даже в мечтах не позволяли.
Возможно, вы захотите вот рутину какую-то свою сменить. Здесь явное стремление вырваться из круговорота обыденных, бытовых дел. Давайте посмотрим. По аркану звезда вы можете начать сейчас планировать. Вы знаете, что-то на очень далекие перспективы, не прямо на сейчас. Можно делать какие-то шаги, но очень осторожные. Сейчас время только обдумывать далекие перспективы, какую-то главную стратегию своей жизни, план жизненный. Любовь. Прекрасно. У вас какой-то человек появляется, человек-приз. Он просто решит все ваши проблемы. Ну вот почему аркан звезда. То, о чем, наверное, вы давно мечтали, может стать реальностью. Или даже не мечтали об этом. Представляете? В любви вас ждет просто ошеломляющий успех. Вот это сюрприз. Так, а что же у нас по финансам? Водолеев по финансам. Да, изменения опять-таки, и вы знаете, что пора что-то менять. Тут возможен даже и переезд, и в связи с переездом, естественно, новое место работы, соответственно, другой статус, другой финансовый уровень. Ну, прошу прощения, карты падают, надо поднять. Так. Так, и здоровье для водолеев. Прекрасное здоровье, крепкое, карта земная, поэтому не о чем переживать. Стабильное здоровье и сюрприз. А сюрприз вот все-таки переменные. Переменные вы будете осознанно делать какой-то выбор в пользу нового. И, скорее всего, я вижу, что это будет, возможно, переезд, новый дом, новое место жительства. Видите, здесь дом, семья. Очень похоже на то, что это статус новый, например, как выйти замуж, да, там, жениться и так далее. То есть вот такие вот тенденции у водолеев. Козероги. 7-й дом. Отношения, тет-а-тет, взаимодействие с партнером лицом к лицу, брак. 7-й дом – это дом брака. Все договоры, союзы и контракты сюда же, сотрудничество, индивидуальные консультации, если вы ведете такие, способность к компромиссу. Здесь же ваши оппоненты и враги могут активизироваться, если они у вас есть. И сигнификатор основной энергии, которая к вам идет по затмению Козероги, это колесо фортуны. Ну что ж, поздравляю! Именно под эгидой этого колеса фортуны весь наш эфир. Я вышла в эфир, чтобы доказать вам, что это очень благоприятный период. И вот, Козероги, у вас все будет хорошо. Колесо фортуны, лучше карты не придумаешь. Вам повезет. Самое главное принимать эти перемены, не напрягаться.
Потому что здесь вы просто сами ничего не будете делать, как бы по колесу фортуны обстоятельства сами будут вас подводить к тем или иным ситуациям. Поэтому прислушивайтесь к своей интуиции. Для козерогов на любовь. Карта на любовь. Ну что ж, пора действовать. Здесь уже санкция небес. Вам сейчас открыта эта тема. Карта огня. Вы будете очень яркими, привлекательными. Но здесь, скорее всего, вам предлагают быть активными в этой области, добиваться того, чего вы хотите. Вы будете очень привлекательны. Для противоположного особо труда не ставит привлечь к себе. Итак, в любви все хорошо. Финансы. Финансы. Здесь вам предлагается какая-то ситуация на перспективу, творческую такую, творческим подходом нужно подойти к этой ситуации. Пока что она благоприятная. Скорее всего, у вас появляются перспективы. Вот по колесу фортуны сама складывается ситуация так, что это новое предложение, какая-то должность. И вы смотрите, что идти, не идти, брать, не брать, там что-то незнакомое, далекое, я там еще не был, да? Но на самом деле по колесу фортуны это все идет к лучшему. Поэтому если вам предлагают повышение, соглашайтесь. Если вас переводят на другое место, не сопротивляйтесь. Здесь все идет к лучшему, однозначно. Ваше здоровье. Прекрасная карта. Крепкое здоровье, только от вас требуется режим. Ежедневное повторение простых действий. Эта карта говорит о том, что вы должны не пренебрегать режимом дня. И сюрприз для вас, козероги. Прекрасный сюрприз. Статус, финансы, новая должность. Я же говорю, здесь какое-то продвижение. Продвижение в любом смысле. Может быть, вы выйдете замуж, и это поднимет ваш статус, а может быть, вам предложат более доходное место службы. Это и собственный, может быть, бизнес вы захотите открыть. По колесу фортуны можно это делать. Настраивайтесь на удачу. Просто будьте внимательны, интуитивны. Стрельцы в 8 доме. Затмение в 8 доме – это приданое, наследство, долги, кредиты. Это работа с чужими деньгами, крупные финансы, особенно безналичные деньги. Это крупный бизнес. В 8 доме также это дом опасности, магии, мистики, секса. Покровительствует он опасным видом деятельности. И также это дом трансформации. Все знают, что 8 – число бесконечности. Вот эти вот сферы, довольно сложный дом, 8 дом, могут обостриться для стрельцов. И мы возьмем для них сигнификатор энергии. И это карта дьявол. Ну что вам сказать? По дьяволу. Она как нельзя подходит к 8 дому. Вот действительно, это и магия, мистика, это и секс, то есть обратите внимание, это все по дьяволу. Это опасные виды деятельности, это трансформация, действительно. Это деньги, особенно чужие деньги, это большие деньги. И по аркану дьявол я вам могу сказать, что точно вы получите
колоссальный прилив сил, и все вот эти области действительно оживут. То есть дьявол это не плохо. Просто нужно управлять, уметь этой энергией. Еще раз вам говорю, стрельцам понадобится колоссальная осознанность. Даже те же крупные деньги, да, они требуют большой осознанности. Для неподготовленных людей, вы знаете, как сносит крышу, да, деньги, которых ты в руках никогда не держал, и вдруг они у тебя, да, в руках. Поэтому, дорогие стрельцы, если вы хотите победу, если вы хотите получить какие-то финансовые вливания, например, в свой бюджет, или, например, вы хотите встретить партнера, пару и так далее, осознанность, осознанность, еще раз осознанность. Что же ждет стрельцов в любви? Ну что ж, легки, самостоятельны. Это карта заметного человека, флирт, споры, дебаты, дискуссии. Но все так на расстоянии пока. Не переусердствуйте, если у вас есть партнер, уже постоянный партнер, то по пажу мечей вы будете очень острый на язык. Поэтому контролируйте, пожалуйста, что вы говорите, как вы общаетесь. А так, в принципе, хорошая карта завести знакомство. Вам будет легко вступить с кем-то в диалог и даже в дебаты. Ну, если это посторонний человек, ничего страшного. Можно проявить себя как угодно. Но если со своим, с близким родным, да, то учтите, пожалейте близких людей. Теперь у нас финансы. Много будете прикладывать усилий, много будет очень дел. По дьяволу обычно дела идут с финансами хорошо. То есть работа будет, энергия будет на то, чтобы трудиться. Удача будет, потому что по дьяволу идет везение и удача. Поэтому я думаю, что застоя точно не будет. Здоровье. Просто какие-то новые темы могут еще войти, то есть идеи еще новые прийти. В общем, движуха у вас, стрельцы. Здоровье. Ну, здоровье просто царское. Туз пентаклей. Займетесь вы своим здоровьем, стрельцы, даже если вы не занимались. Но по дьяволу вы просто неубиваемы. Как это говорят, как у буйвола, да, здоровье. Здоровье прекрасное, энергии полно. То есть я вижу, что у стрельцов такой прилив энергии. Будьте внимательны, направляйте, пожалуйста, его в мирное русло. Сюрприз для стрельцов. Хотя уже столько сюрпризов я здесь. Ага. Очень интересный сюрприз. А сюрприз будет в том, что вы будете как-то находить еще время для какой-то внутренней духовной жизни. То есть, вы знаете, это очень хорошо. Вот эта карта сейчас, она сгармонизировала вот все, что я здесь вижу. Очень много огня, и вот наконец-то появилась такая прохладная энергетика, стабильная, четверка мечей. То есть сюрпризом будет то, что это все не будет вас особо беспокоить. Вы будете сконцентрированы, собраны. Это очень правильно. Наверное, впервые в жизни вы почувствуете, что можно так. То есть быть в гуще событий
бурной какой-то кипучей деятельности находиться и одновременно иметь внутренний покой, умиротворенность, гармонию. Прекрасный опыт. Чудесный. Молодцы, стрельцы, придерживайтесь этого. Тот, кто сумеет обуздать своего дьявола, тот великий человек. Серьезный экзамен у вас. Скорпионы. 9-й дом. Это путешествия, дальние поездки, высшее образование, научная карьера, любые связи за границей. Это наше предназначение на Земле. По 9-му дому это наши идеалы, религиозные какие-то верования, убеждения, философское мировоззрение. Духовные учителя наши идут по 9-му дому. Это закон, то есть все, что юридическое законодательство. Да? Вот такое вот продвижение по жизни. Тоже трансформационный достаточно, дом 9. Итак, все, что связано с расширением, за границей, с путешествиями. Сигнификатор для скорпионов. Энергия. Как я уже говорю, поздравляю, у вас смерть, да? Многие смеются. Но действительно, я люблю этот аркан. Ну что можно сделать? Это трансформация. Вот как я сказала, дом трансформационный, перерождение. Куколка становится бабочкой. На обороте колесо фортуны. Перемены к лучшему однозначно. Ну что, скорпионы, опять-таки вы перерождаетесь, вы взрослеете. Я вас поздравляю. Посмотрим, что у вас в любви. Ну что, скорпионы, вы очень сексуальные. Вообще. И в данном случае тоже. Бьет ключом. Сексуальная энергия. Уметь надо, да, с этим работать. Зрелая такая энергия. Но вы себя чувствуете живыми. Это прекрасно. Финансы для скорпионов. Ну что вам сказать, финансы. Здесь чаши, королева чаш. Для финансов королева чаш говорит о том, что эта тема вас, в общем-то, все стабильно, она вас не беспокоит. То есть здесь все хорошо. Королева чаш. Здоровье. Прекрасное здоровье, молодцы, скорпион. Вы цветете и пахнете. Все чудесно. Хорошая связь с землей. Будьте на природе, общайтесь с природой. Вам захочется. Сюрприз. И опять 4 мечей. Вам опять будет над чем подумать. Но это не удивительно. По тому, что у вас вышел аркан смерть, вам нужно сейчас спланировать свое будущее. Энергии у вас много, у вас все в жизни хорошо, но вам пора идти дальше. Все карты очень благоприятные. У вас в жизни все хорошо. Вы сейчас планируете свой новый жизненный этап. Куда направиться дальше? Развитие, оно же не прекращается. Ну что, скорпионы, прекрасно. Весы. Так, в 10-м доме у весов карьера, социальное призвание, работа, требующая высшего образования.
Работа на руководящей должности, политические какие-то взгляды, цели честолюбивые, слава, уважение, известность. А сюда же идут начальники и вышестоящие, а также отношения к матери. Итак, весы, 10-й дом. Сигнификатор. Прошу прощения, много говорю. Сигнификатор энергии для весов в коридоре затмения. Прекрасно. Королева, императрица. Императрица для весов, если говорить о карьере, о том, что здесь у нас работа, должности, да, какие-то. И сюда же, кстати, идет отношение к матери. То есть по императрице все это великолепно. Очень хорошая энергия. На обороте аркан Солнца. Еще раз говорю, дорогие мои, прекрасная энергия по затмению. Весы. Очень благоприятный период у вас для карьеры, для личной жизни тоже. Отношения с матерью, если вы хотите наладить в то самое время. Любовь для весов. Король пентаклей. Ну что сказать, весы. Императрица и король пентаклей. Похоже, жизнь у вас налаживается. Тут и замужество, может быть, или новый король. Романы. Ну, в общем, в любви все шикарно. Просто шикарно и шоколадно. Я вас поздравляю. У вас прекрасный жизненный этап. Не пропустите вашего кавалера. Финансы. Много будете работать, очень много, но больше не получите, чем то, что у вас есть. Сейчас просто не время. И, кстати, по королю Пентаклей финансы могут приходить также еще от любимого человека. Но активно вы будете работать, а тот, кто работает, конечно, всегда. То есть тоже застоя не будет. Работа будет. Здоровье. Хорошее здоровье. Подвижные вы будете, достаточно легкие, на подъем. Энергия будет, желание будет двигаться. Паш мечей, воздушная карта. Вы можете начать даже заниматься спортом на свежем воздухе, потому что воздушная карта. Сюрприз. Сюрприз для весов. Ну, точно замужество. Королева Пентаклей и король Пентаклей. И императрица. Слушайте, тут сейчас, я смотрю, не до денег и не до чего. Здесь такие дела творятся. Весы. У вас просто семья. Самое главное сейчас. Любовь, создание семьи. Если вы уже замужем, значит, дела семейные на первом месте. Ну, а работа будет у вас точно. Много работы. Девы. 11-й дом. Так, 11-й дом – это отношения с друзьями, бескорыстие, альтруизм, общественные объединения всевозможные, группы по интересам, общественная работа,
за которую не платят, покровители, меценаты, клубы, ассоциации. Это занятие, кстати, астрологией, предсказания, представление об идеальном мироустройстве, будущее, как оно выглядит, как мы его себе представляем. 11-й дом – это дом интернета, общения по интернету. Ну, такое много сюда входит по 11-му дому. Итак, девы, сигнификатор для вас. Что-то вы начинаете либо с нуля, абсолютно, либо просто прошел какой-то цикл большой, глобальный, и как бы заново, с чистого листа, вы начинаете новый цикл. Значит, и либо какое-то дело вообще абсолютно новое начинаете, в котором вы себя чувствуете новичком. Девы не любят это, они профессионалы своего дела всегда. Но не бойтесь, жизнь такая штука. Давайте посмотрим, что у вас в любви. Не упустите свой шанс. Вы что-то заскучали. На самом деле нет повода. Слишком, наверное, засосала рутина, стабильность какая-то. Сейчас что вам не покажи, вам не понравится. Но просто акценты не там. Потому что туз пентаклей на обороте говорит о том, что цените то, что у вас есть, девы. И не брюзжите, вы это любите. Нет у вас в любви проблем, вы сами себе их придумываете. Финансы для дев. Стабильность, стабильность, еще раз стабильность. Но девы это любят. 4 жезлов. Хорошая карта на финансы. То есть вам будет хватать на то, чтобы свои потребности первичные удовлетворять. То есть в доме будет все хорошо. Вы будете себя чувствовать в комфорте, в достатке, сыты, обогреты. Никаких проблем с финансами. Я не вижу здесь каких-то космических заработков, но в то же время хорошо. Здоровье. Очень много думаете о здоровье, и здесь такая вот карта мнительности, я бы сказала. Девы бывают мнительны. Поэтому не рекомендуется вам слишком уходить в изучение симптомов. Здесь я вот вижу, что девы немножко растерялись из-за того, что у них новый жизненный этап, и как-то белый лист, и надо что-то на нем писать, да, немножко глаза разбегаются. Нет, все будет хорошо. Это временно. По аркану, нулевому аркану Шут, вы можете сейчас абсолютно все. Вам открыты все двери, все дороги. Опять-таки, эту энергию нулевого аркана, ее просто нужно уметь удержать. Работайте над этим. Сюрприз для вас. Вот уж сюрприз. 7 мечей. Что-то тайное станет явным. Какой-то секрет. Чей-то секрет. Либо ваш секрет кто-то узнает, либо вы узнаете чей-то секрет. Вот такой вот сюрприз. Да. Ну что ж, потом напишите,
насколько подтвердились эти предсказания. Так, и последний у нас сегодня львы. Лев, 12-й дом. Это скрытая деятельность, подпольная какая-то буквально деятельность. Это секретная работа какая-то, секретные службы. Это пребывание, ну, может быть, даже на нелегальном положении. Но это дом тайн, понимаете? Уход от внешнего мира, уединение, изоляция. Тайные знания здесь могут быть, эзотерика, оккультизм. Сюда же входит и творчество, вдохновение. Самоанализ сюда же. В общем, 12-й дом довольно сложный дом, тайного, непроявленного. Ну что ж, львы для вас сигнификатор. Ну вот видите, мечтатели, львы, действительно, вы замечтаетесь о чем-то. Сейчас посмотрим другие карты, но сигнификатор интересный, то есть вы будете очень много размышлять. Размышлять о вещах неземного как бы происхождения, то есть неочевидных. Для кого-то это нереально, а для вас это более чем реально. Будьте с собой честны, львы, не стесняйтесь, мечтайте, думайте о высоком. Мы посмотрим, что вас ждет в любви. Ну что ж, какой-то жизненный этап подошел к концу, а вы все страдаете по прошлому. Нет, этого делать не нужно. Живите здесь и сейчас. Обратите внимание на это. То есть по затмению вы можете избавиться от травматического опыта какого-то своего. Пожалуйста, приходите на консультации, активации. Очень легко и просто можно. Теперь финансы для львов. Вы будете довольны. Хотя чаши это не пентакли, но вы видите, что здесь семья довольна. То есть вам будет хватать на то, чтобы даже еще праздники устраивать периодически. Ну, как-то зарабатываться деньги будут легко. Эта тема не потребует особого к себе внимания. Здесь все будет хорошо, легко. Понимание в семье будет достигнуто по многим вопросам. Это хорошо. Здоровье для львов. Сплошные чаши у львов. Я вижу, что они очень эмоционально ушли в самоанализ, так сказать. Ваше здоровье будет зависеть от вашего настроения. Поэтому поддерживайте ваше настроение, от этого уходите. Потому что не будет у вас хорошее здоровье в таком состоянии. Итак, возвращаемся из прошлого, исцеляемся, живем здесь и сейчас. И сюрприз для львов. Ну вот он сам лев и вышел. Ну что ж, вас будут ценить, уважать, вы будете править, львы, бал. Наверное, сюрприз в том, что вы проявитесь как-то с новой стороны. Ваша харизма, ну так как это дом такой, 12-й дом, это дом тайный, да, поэтому вы можете увидеть, как вы проявляетесь с какой-то новой, неожиданной стороны. Вы сами от себя просто будете этого не ожидать.
Не будьте слишком горячи. Король жезлов может быть слишком не сдержан. Поэтому ну, вот такое предупреждение. В принципе, вы будете сами с собой, вы будете на троне, вы будете в фаворе, то есть вас будут уважать, вашему мнению прислушиваться. Это хорошо. Это хорошо. Главное, чтобы вы не перегибали палку, уважаемые львы. Ну что, дорогие друзья, вот 12 знаков зодиака я прошла. Это очень большой труд, как вы видите. Вы можете, конечно, всегда отблагодарить меня. Есть под этим видео возможность послать, если вам в кайф, конечно, только, какую-то сумму на мою карту. Я всегда делаю все с большой душой для вас, с желанием. Я всегда работаю от избытка. То есть, если мне хочется что-то дать людям, я это даю с удовольствием. Поэтому я с удовольствием провела с вами это время. Надеюсь, что вы еще не заснули. Может быть, кто-то из вас еще не спит и смотрит меня. Ну, а все остальные увидят меня в записи. Я приглашаю вас всех сейчас в коридоре затмений на активации. Активация – это возможность активировать те программы, которые вы хотите, чтобы были активированы. И возможность исцелить те задачи, какие вы хотите, чтобы уже ушли из вашей жизни. Коридор затмений – это благодатное время для этого. Пожалуйста, пишите в личку. У меня есть группа в Viber, если вы еще не являетесь моим другом. Вы можете в соцсетях меня найти, можете писать здесь под этим видео «Хочу активацию». И я свяжусь с вами, знакомимся поближе. Я очень рада, что у меня столько друзей по всему миру. Вот. Ну что ж, доброй ночи для тех, кто смотрел меня до сих пор. И до скорых встреч на канале Иная Реальность. Я Иная, и мы всегда получаем то, что желаем. До скорых встреч. Пока-пока.